Всем привет! Мы в отеле «Титаник Резорт Аквапарк», который возобновил работу после капитального ремонта. Построен он был в 2005 в виде круизного лайнера и долгое время оставался самым бюджетным из отелей с собственным аквапарком, а несколько лет назад закрылся на реконструкцию. Он расположен на второй линии напротив отелей «Аладдин» и «Али-Баба». Пляж находится в «Титаник Роял», куда каждые 30 минут возят трансфер. Это карта территории, такую же дадут при заселении. Браслеты для взрослых силиконовые, что очень удобно, а детские пластиковые. Сейчас конец декабря 2023 года. Отель весь в огнях и украшениях готовится к новогодним празднествам. Начну с обзора ресторанов отеля. Основной из них это Рис. Вход есть как с ресепшн, так и с бассейнов. Здесь сервируют завтрак с 7 утра, обед и ужин, включая поздний до 23 вечера. Если у вас ранний выезд на экскурсию или в аэропорт, и это время до момента начала завтрака, то можно заказать ланч-бокс с перекусом на ресепшн отеля. Там же и забрать его перед отъездом. Каждый день гриль на улице. В обед и ужин там будут мясо или рыба и овощи, а на завтрак, например, блины. Мы их искали внутри по привычке. Есть уголок здоровой пищи. В понимании местных поваров это отварные или приготовленные на пару стручковая фасоль, горох, иногда цветная капуста, филе рыбы и курицы. Почему бы не добавить сюда же брокколи и сельдерей, которые ничего не стоят в Египте и продаются на каждом шагу? Не понимаю. На столах скатерти. К каждому обеду и ужину их меняют, а не так, как в большинстве бюджетных отелей просто смахивают крошки. А вот салфетки бумажные, одноразовые, а не застиранные тканевые. И это тоже огромный плюс, по-моему. Мне вот интересно, существуют те, кто предпочитают тканевые? Если да, напишите, пожалуйста, в комментариях хоть одну причину. Почему, за что? Ассортимент горячих блюд не вижу смысла перечислять. На наш вкус выбор очень даже достойный. Учитывая, что отель бюджетный, ожидать большего просто неприлично. Вот такая стойка с приправами – отличная задумка. Здесь есть и мои любимые – кумин, кориандр и кунжут. Обожаю чили, например, тунисскую харису. В Египте же такого плана соусы скорее кислые, чем острые. А вот в «Титанике» вкусные делают. Не все такое едят, поэтому нет смысла перчить общие блюда. А то, что есть отдельно для таких, как я, спасибо поварам. Салаты и соусы в ассортименте. Несколько видов пасты из баклажанов и нута. Оливки, свекла, свежие овощи и зелень. Раз в неделю сифуд-ужин, рыба разных видов, крабы, креветки, кальмары. Так что не спешите ехать в городские кафе за морепродуктами или заказывать доставку. Это малахея, местный традиционный суп из одноименной травы. Египтяне называют его пищей богов. Он и сам по себе неплох, а с креветками и правда божественен. На случай, если хочется сифуд чаще, чем раз в неделю, можете прогуляться минут 10 до ближайшего торгового центра Сензе и в супермаркете Спинус купить креветки, которые там же вам и приготовят за чисто символическую доплату. До городских ресторанов ехать далековато, разве что совместить поход в кафе с прогулкой по причалу Марина, рядом с которым и рыбный рынок с возможностью готовки всего купленного, и десятки сифуд-кафе. В отеле несколько а-ля карт ресторанов по меню. Мы в такие не ходим. Это, как правило, долгое ожидание заказа и непонятно, что принесут. Подача блюд может быть интересной, и то не всегда и не везде. С детьми шведский стол проще и надежнее. Напротив больших горок бургерная, там же мороженое и типа милкшейки. Из чего эти шейки непонятно, точно не из молока, невкусно. Хорошо, что стаканчики малюсенькие. Номера в отеле и стандартные, и фэмили – это одна комната. Различия только в площади и незначительные. Мы бронировали стандартный, но, по-моему, нас заселили как раз в фэмили, так как в нем запросто можно 4 гостей разместить. А если дети маленькие, то и 6 человек тоже поместятся. 2 широченных полутораспалки и раздвижной диван. Видно, что мебель новая. Балкон был в сторону улицы с видом на парковку и соседние отели через дорогу. С 4-го этажа видно море, то есть считайте, что си-вью. Как тут не упомянуть более дорогой «Титаник Роял», который, между прочим, на первой линии и о котором будет наш следующий ролик. Там нас апгрейдили при заселении аж до фронт си-вью. Вот и сравните, где больше моря видно. Со стороны парковки спортивные поля. В номерах чайник, маленький холодильник, зеркало в полный рост, сейф, который был откручен в нашем номере, и шурупы лежали рядом, так что мы не пользовались. Есть фен, гель для душа, шампунь, сушилка для купальников. Обращали ли вы внимание на телефоны в туалетах отельных номеров? Как правило, они установлены рядом с унитазом. Слышала много версий, зачем это нужно. Самое забавное, чтобы позвонить на ресепшн, если неожиданно закончилась туалетная бумага. Менее веселое — сообщить о захлопнувшейся двери, и совсем печальное — вызвать помощь, если поскользнулся и травмировался.
Свои варианты пишите в комментариях. Переходим к развлечениям для детей. Бассейны, горки, батуты, хорошая детская площадка, Kids Club с 5 лет, небольшой, но все чистенько и какая-никакая развлекательная программа. Аниматоры все девчонки. Вот это называется клубные танцы, но почему-то спиной к гостям. Может, репетиция? А вот и активити. Здесь уже как положено, лицом к зрителям. За детской площадкой спа-центр и тренажерный зал. Надпись на плакате «Лучший проект, над которым ты когда-либо работал, это и есть ты». Детские бассейны на левой стороне территории все подогревают. Есть один лягушатник под тентом, то есть не надо выливать бутылку SPF 50+ на малышей. Бассейн с искусственной волной тоже греют. Ленивая река холодная, но с лодками. Рядом с монгольским рестораном автобус, который возит на пляж. Возможно, есть какое-то время пик, но мы не застали. Всегда были места и туда, и обратно. Ехать до пляжа минут 10, не больше. Полотенце нужно везти с собой. На берегу нет таус-центра. О пляже важно знать то, что берег максимально открытый и продолжительный, не бухта, поэтому ветрено не только в зимний сезон, а практически круглый год. Это во-первых. Второе, есть отливы-приливы. Мы уже отдыхали в пляжном отеле, когда он открылся в 2019-м, и, зная про отливы, не стали приезжать на море в первой половине дня. После обеда прилив, и уже можно плавать, пройдя всего несколько шагов от берега. Зонтов, лежаков и заслонок от ветра более чем достаточно. Зонты классные, колоритные и стоят впритык, обеспечивая почти сплошную тень. А заслонками можно отгородиться не только от ветра, но и от соседей. Летом это может быть актуально. Зимой на пляже почти никого нет. Возможно, люди, не зная об отливе, приезжают с утра и возвращаются до обеда, думая, что мелкота – это данность. Кому интересно, как выглядит отлив, смотрите ролик про Titanic Royal. Кому не интересно, просто поверьте на слово и не тратьте время на поездки утром. Если пойти вдоль берега вправо, то через пару минут попадете на пляжи отелей «Жасмин», «Аладдин» и «Али-Баба». «Жасминовский» – один из лучших в Хургаде. Мы живем в Египте 17 лет и были почти во всех хургадинских резортах. Можете задавать вопросы не только по «Титанику», расскажем все, что знаем сами. Кстати, у нас есть обзор на отель «Али-Баба». Ссылка на него в правом верхнем углу и в описании к видео. Пляжное кафе открыто для гостей обоих «Титаников». Когда мы это увидели, приехав из аквапарка, я подумала странненько, потому как, например, в Штагенбергерах или Альбатросах тоже общие пляжи на несколько отелей, но для второй линии отдельные кафе и очень даже разный ассортимент блюд, что логично согласно ценовой политике. Салаты, фастфуд, пицца, макароны, торты, фрукты, мороженое. Есть одноразовые тарелки, можно брать еду на лежаки. И в завершение отмечу, что концепция «Все включено в Титанике» 24 часа, а именно напитки в лобби-баре, включая алкоголь. На ресепшн есть банкомат, где можно максимально невыгодно обменять валюту. Как выгоднее, расскажу в следующем видео, и это касается не только долларов и евро, но и рублей. Аптечку брать с собой не обязательно, лекарства в Египте качественные и очень дешево стоят, но не в отеле или около него, а в том же ТЦ Сенза, например. Для подключения к Wi-Fi в Titanic Аквапарк вводите номер комнаты как логин и фамилию как пароль. Работает неплохо для Египта по всей территории, за исключением пляжа. Уточню, именно для Египта. Не ожидайте слишком многого ни от отельного, ни от мобильного интернета.
В Хургаде 4 мобильных оператора – УБИ, Vodafone, Etisalat и Orange. Разницы особо нет какой выбрать. У каждого есть сайт, где можно заранее посмотреть тарифы. Бывают выгодные акции время от времени. Симку можете купить в аэропорту по прилету или в уже упомянутом ранее торговом центре Сенза в 10 минутах ходьбы от отеля. Правда, идти придется не по променаду, а вдоль трассы. Проще вызвать такси фунтов за 30. Пользуйтесь приложением Uber. Уличные таксисты попросят больше, и с ними надо быть всегда начеку в ожидании траблов. Даже при условии, что я говорю на арабском и знаю город вдоль и поперек. Почему-то туристы игнорируют такие советы, а потом ролики видим на YouTube про ужасный криминальный Египет, как нас развели, как нас обманули и тому подобное. О том, что еще есть в торговом центре Сенза, смотрите в нашем обзоре. Ссылка сейчас появится в правом верхнем углу и будет в описании к видео. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Отличного всем отдыха!